Добро пожаловать на наше шоу «Ты уверен?». Шоу, где наши трое гостей будут демонстрировать не только знания в сфере айгейминга, аффилиат-маркетинга, но и демонстрировать, насколько они уверены в своих ответах. Это шоу «Ты уверен?» от Pin-Up Partners. Здесь уверенность важнее интеллекта. На старте участникам дается 20 тысяч фишек. Игра состоит из 5 раундов и 5 вопросов об айгейминг-индустрии и не только. В каждом раунде есть флоп, терм и сложнейший ривер. Чем сложнее вопрос, тем больше очков. Игроки записывают свой ответ, ведущий вскрывает правильный. Игроки считают свои баллы и делают ставки. Все вскрывают свои карточки. Побеждает тот, у кого больше правильных ответов. Здесь забирает банк не тот, кто знает все, а тот, кто уверен в себе. С нами в игре 3 игрока, которые сегодня покажут, что они знают и как они блефуют. Либо они уверены, либо нет. Первый участник — легенда арбитражного мира, его знают и любят все. Его точно можно встретить на самых модных тусовках сферы. Один из самых главных амбассадоров рубашек Versace. Гуру работы с трафиком и укрепления партнерских отношений. Спросите любого, и Петя точно всегда в центре событий. Поприветствуем джипсимена Петр Ермаков. Hello. Спасибо, что пришел, Петь. Да, спасибо, что позвал. Спасибо. Очень приятно, что ты не опоздал. Видишь, как приехали. Петь, какая у тебя стратегия на сегодня? Ты будешь блефовать или же точно уверен в своих ответах? Я думаю, я здесь покайфовать, повеселиться, поржать, познакомиться поближе с ребятами и, надеюсь, выиграть, а блефовать или не блефовать узнаете в конце. Хороший настрой, спасибо тебе. Вторая гостья нашего шоу — икона мультивертикальных конференций, управляющий директор Affiliate Grand Slam by Sigma и ведущая, собственно, YouTube-канала Affiliate DNA. Бриллиант сегодняшнего выпуска Сабрина Магри. Поприветствуем. Если там есть вопрос, уверен ли я уверен. На сколько процентов? На 101 из 100. Ребята, у вас очень серьезный противник сегодня. Соперник. И давайте поприветствуем третьего участника. Легенда Адалта, гений продакшена, отец 2 ангелочков и один из самых стильных и экстравагантных представителей сферы. Звезда Барселоны, лицо, приближенное к топам, обладатель самых мощных причесок и мощнейший рилсмейкер. Мишаня, Вау. Playground Partners. Ехали. Как ты это сделал? Открой ротик. Ну давай, хорошо. Миша, ты как настроен сегодня? Чем будешь брать? Уверенностью или Слушай, ну у нас блефом? как говорят, боишься не делай, делаешь не бойся. Поэтому, конечно, уверен, будем максимально газовать. Думаю, возможно, даже 3-е место смогу забрать без труда. Супер. Ребята, удачи вам всем. Она сегодня точно понадобится. Также с вами сегодня Татьяна, которая будет нам помогать в этой игре. И также украшать этот стол. Вау, подкатил. А сейчас самый главный вопрос этого шоу. А ты уверен? Начинаем первый раунд с разминки. У нас будут легкие вопросы, и за них будут баллы, которые мы посчитаем и определим, кто выиграет первый раунд. Первый вопрос звучит следующим образом. В 2024 году эту игру в Telegram обсуждали абсолютно все, от школьников до бабушек в метро. Она привела миллионы людей в крипту и стала главным медийным феноменом года. Какое животное нужно было тапать по экрану в самом известном из этих кликеров? Я знаю. Мистер Крыс. Этот вопрос, как мы обещали, будет легким. Это был легкий вопрос, я уже споткнул. Я вижу, вы уже записали. Вы уверены, я вижу, что вы уверены. Вопрос номер 2. Какая британская платформа изначально создавалась в 2016 году для музыкантов, фитнес-тренеров и кулинаров, но в итоге стала главным в мире сайтом для монетизации приватного контента? Чё? Я не знаю. Нам говорили, что будут спрашивать, что такое снегирь. Возможно, где-то этот вопрос тоже будет. И вопрос номер 3. Этого человека паблик о сплетнях упомянул 91 раз. Этот человек из сферы. Сабрина. Что-то на Мишу посмотрела. У меня 84 раза. Кого вы чаще всего видели? Какие-то новости, возможно, какие-то хайпы, инфоповоды? Вы можете не спешить, подумать, у вас есть ровно 1 минута. Там МЖЖ. Я люблю МЖМ. Это сексизм. МЖМ. Ну, тогда я права. Это Ж? Да. Ж? Это Ж? Он Блядь, Ж? Блин, Реально? это Ж. Это Я Ж? Слобоженко написал. Можно год? Год.
Тина Канделаки? Кого чаще всего Rumors... Вы только помните, а вдруг я на ее? Да. Да. Может, он на «ё», потому что он сказал «ж», а может, это «м». Кстати. Ну, давай. Если у нас, прикинь, если у нас прокатил Да нет, по так этой нельзя. теме. Вы записываете? Все, так нельзя. Да. Ну, давай, я тогда... Короче, я пропускаю. Давайте дальше. Да. Минимальная ставка в этой игре 250. Мы входим. Начинаем с 500, потому что я уверен. Простите. Слушай, Сан Саныч, а то не коротит камеру вон ту? Нет. Вон. Я посмотрю. Пятерку. Так надо было Подрезали. вдвоем. Горим, огонь просто. Я тебе клянусь. И самое время проверить, насколько вы правильно ответили на эти вопросы. Первый вопрос — это был хомяк. Hamster Combat, если помните. Тапать хомяка, возможно, помните, были такие. Второй вопрос. Я же могу сейчас менять ответ? Нет. Окей. И это же, понятное дело, OnlyFans. Приватный это контент. Ты же тоже хотел поваром быть. На онлике. И третий вопрос, и правильный ответ — это Вика Бакалова. Есть, пробил, прикинь. Блин, это было очевидно. А что такое паблик с румерсами? А это Сплетни, именно... сплетни. Это у вас серии есть такие, да? Есть такие чаты, Да. 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 Ну, желтухой. Желтая пресса, типа, да? Поверь, после этого выпуска ты там будешь. Класс. Вы понимаете, насколько правильно вы ответили на эти вопросы. Теперь вы можете сделать ставки. Напоминаю, что в первом раунде у нас минимальная ставка от 250. И прошу, Сабрина, От чего? от 250. Ставишь 300, да? 300. Принято. Ну ладно, 300. Кол. Кол. Общий банк 900, ставки приняты. И мы переходим к следующему, четвертому вопросу. Недавно правительство США на законодательном уровне потребовало от владельцев продать бизнес, угрожая полностью забанить это приложение в Америке. Что это за соцсеть? Твиттер. Или нельзя подсказывать? У вас есть ответы на этот вопрос? И вы уверены? Нет. И правильный ответ — эта соцсеть называется TikTok. Блин. Так и написал. Только русским выходит. Да, я тоже. Сиси, тикток, сиси. Окей. Минимальная ставка 250? Минимальная, да. Это я деньги трачу первый, да? Ну приятно же, когда не твои, да? Ну да. Подожди, это 1000? Блин, Ну, ты что газуешь-то? Ставка Сабрины 300. Чек или как там? Как там? Матч? Матч или как там? Рейс. Ты рейс У делаешь? тебя кол был, да. 1500, братва. Ну давай. Че вы, бедняки, блядь, давайте, подтягивайтесь. Вопросы были легкие. Конечно. Про Вику элементарный был вообще вопрос. А что ты? Я думаю, это так работает. 300 плюс 300, 1500. Да. Понятно. Сабрина повышает. 1200. Хорошо, 1200. 1200. Сабрина выровняла. Петя поддерживает. Ваши ставки приняты. Общий банк 5400. Переходим к вопросу номер 5. И пока вы сражаетесь за захваты в Фейсбуке и в Инстаграме, заливая свои рекламные кампании, либо ваши команды, либо ваши друзья, этот бренд в 90-х решил, что земной атмосферы ему мало, и они стали первыми в истории, кто снял рекламный ролик прямо в открытом космосе, на орбитальной станции. Пока конкуренты вкладывались в земное ТВ, эти ребята отправили свой продукт в космос. Как вы думаете, какой Потеряла я это... цепочку мыслей. Короче, реклама происходила в Инопланетяне космосе. сняли видос какой-то. Космическую рекламу. Да. Это бренд чего? Одежды Ну... или Кока-Кола? Нет. А, нет, это с индустрией, да, связано? Но Это с индустрией это связано? всё- нет, это тоже не с индустрией, это FMCG. Возможно, вы слышали. Грибы Fast Moving такие? Consumer Goods. А, окей, Fast Moving Consumer Goods. Короче, Что это? кола. Можно еще один Типа что-то переводи. такое? Ну, Компания или бренд Типа или а-ля марка? покупай мои пельмени. Бренд, и солнышко она, мое. эта компания точно так же называется. Если я задам тебе один вопрос, ты сможешь на него ответить? Ну, смотря какой будет вопрос. Только вы не записывайтесь. Ладно, не буду спрашивать. Да не, я знаю на самом деле, я помню. Это, по-моему, 19-й год? Только в 90-х. Ну да, 19 900 я имел в виду. Что-то как тебе... Ладно, какие бренды были в 90-х? Ну, этот бренд точно сейчас существует.
Я вообще не знаю, я сдаюсь. Подожди, как там это? План горох? В рассыпную. Ну все, давайте, ладно. Давайте, да, первый раз, первый блин комом. Мы готовы. Все готовы? Ты записала? Да. Готовы, дети? Да, капитан. Правильный ответ – Пепси. Видишь? была А близко, я да. говорил. Миша был прав, Кока-кола тоже бывала в космосе, но Кока-кола, да. никто не снимал ролик. Понял. Они просто Я привезли тоже был туда. в космосе, блин. Чё, вы Даже не видели? открыли ее. Ну чё? А ты не был в космосе? Был. Ты не снимал просто. Меня не тогда. снимали просто, да. Теперь вы знаете правильные ответы. Какие ваши варианты? Последняя ставка за 5-й вопрос. Давай, подруга, не подведи. Легкой рукой. У меня Да хоть ты же знаешь, что он деньги у сделает. меня хоть останутся? Он нам потом математику опять скажет, там рейс какой-то сделает, да? Нет, ну, Сколько? с вашими подсчетами у меня 500, да? останется. 500. Уравниваю. Ну давай уже 200. Ты можешь упасть. Ты богатая женщина. Ну, слушай, позволь себе кайфовать до конца. Все. У тебя как раз это новые проекты. Ваши ставки приняты. Общий банк 6900. Самое время подбить итог, какие у вас ответы и сколько баллов вы заработали за каждый из них. Можем открывать карты. Весь банк у нас переходит к Пете. Да-да-да-да. Ах ты ж. Я рад за тебя, Петр, ты молодец большой. Вот так враги Какая зарабатывают Бакалова, быстрее. Бабич написано. Так я и сказал, что я не взял 5. Ну, Ну ладно. смотрите, Окей. доверие у нас просто... Топ. А Бля. дайте я тоже перепроверю. Можем переходить ко второму раунду. Напомню, что в этом раунде ставки повышаются. Минимальная допустимая — это 500. И когда у меня ничего не останется, что мы будем делать? Петя, вот так и живем. Нормально. У нас общак. На общее скидываем. Вопрос номер 1 второго раунда. Какая популярная стриминговая платформа первой ввела жесткий запрет на трансляцию нелицензированных слотов и рулеток, что вызвало массовый переезд гэмблинг-стримеров на другие площадки? Там одно слово или два? Ну, вообще одно. Спасибо. Вообще одно, но можно написать и раздельно, знаешь. Можно в 3 слова написать. Через дефис можно? По слогам можно. Хорошо, давай дальше. Это элементарно, на мой взгляд. Второй вопрос. Этот мессенджер совершил революцию, позволив запускать полноценный интерфейс Telegram. онлайн-казино прямо внутри чата через технологию Web Apps. Что это за мессенджер? И Ты очень серьезно подошла к этой игре, очень, понимаешь? Чуть слишком, да. третий вопрос, он у нас будет визуальный. О, О, нарисуй! грудь. Это грудь. Заносите. Пошли прям камеру на мне настраивать. где? Что-то я прям совсем серьезная. Проблемки? А Проблем. где логотип? Логотип в студию. Та-да-та-да-та-да-там-там-та-да. Что это такое? Вам нужно сказать, чей это логотип. Мои соседки. Моей бывшей. Долбэп? Она что, твоя соседка? Да. Ну, блин, ребят, ну это жестко. Я в Корее, кстати, собаку ел. Это не она? Вообще, это моя собака. Сори. А что она так шеймит? А что это? А можно направление? Ну, в какой... Нет, сиди, мучайся. Ах, вы какие, Да это же, ты не понял? На кого? Вот так, похож? ребята, выглядит наша индустрия. Себечьи дела. Да. Пройдемся по вопросам, услышим правильные ответы. Пока мы не спешим с ставками, с ответами. Да я вообще не спешу со ставками. Ответ — Twitch. Да не. Не. Да не. Второй вопрос — Telegram. Третий вопрос и ответ. Этот логотип принадлежит криптовалюте Dogecoin. А, блин, вот это да, это было логично. У меня написан хороший ответ. Фиг знает. Я правильно написал. Да? А, это Я как- скрипты, братуха. Теперь переходим к ставкам. Умеешь взламывать кошельки? Конечно. Хорошо, спасибо, нужна помощь. Сколько у Правильные нас еще ответы. раундов? Еще Кроме... три. Еще три. Еще 3 будут. Еще 3, ну мне значит хватит. Хватит. Еще на 3 Дорогая, раунда. хватит, у тебя есть Ладно. поддержка в виде нас. Хорошо. Все нормально. Крис-чат Сабрины. Так. Матч. Матч, да? Кол. Кол.
Я звоню. Ваши ставки приняты. Общий банк 3000. Мы теперь действуем по ровным суммам, чтобы не запутаться. А то вот эти 300, минимум ставка Косарь, 1000. косарь, косарь. Ваши ставочки приняты. Переходим к 4-му вопросу. Вы говорили о том, что будут вопросы арбитражные. Сейчас мы услышим такой вопрос. Вопрос номер 4. Вы залили рекламную кампанию, потратили $1000, а заработали 2000. Как называется ключевая финансовая метрика арбитражника, которая в данном случае составит 100%? Можете зафиксировать ваши ответы в ваших карточках. Ну, это же LTV, правильно? Не, мы уже, кстати, выкупили, как вы там между собой перекличка, да, вот это вот всё. Я уже поняла, можете не Поняла, продолжать. да? Так, давай в открытую. Последний раунд будем в открытую. Зафиксировали ответы в ваших карточках, а сейчас мы услышим правильный ответ на 4-й вопрос. И это Рой. Или что? Я хочу в туалет. Роми. Слишком много стресса в этой игре. Савриночка, что там у нас? Ладно, мне надо поставить, да? Да. Не Вы газуй меня сильно. деньгами, если Да, что, да, поддержите. да, да, Мы да. договорились изначально с вами, поэтому как бы, ну... Ставка от Сабрины Сабрина 1500. Так, полторушку, да? Да. 3, А я 4,5. могу упасть вообще? Плюс 3, Теоретически, да. 7,5. Итак, Класс. друзья, общий банк 7500. Переходим к 5-му вопросу. Напомню, что он весит в 50 очков. Для тех, кто следит за подкастами The Riddick Level, в первом выпуске создатель Спрайба Давид Натрашвили сказал сильную фразу. Она звучит следующим образом. Если ты утром просыпаешься и не боишься своих планов, нужно продолжить, что он сказал дальше. Спи дальше. Ты жив. Смешно он сказал? Там сложно подчиненное предложение, там глагол, там истина, там что вообще? Как-то с религией Там- связано это? Там. Нет. Ну давайте, подсказ сказала, но 50 очков. Там совет. Если ты проснулся и не боишься своих да-да-да. планов, то... Я смотрел. Блин, вы выпуск. поакали, но ничего не понятно. А, ну Типа, теперь знаешь, понятно говорят, стало. ты должен всегда бояться своих планов, потому что они тебя мотивируют. Или что, если ты не боишься, значит, ты, ну, лох, да? То есть, поэтому, я не знаю, ты там стагнируешь. Но я вряд ли. Ты Это совет, ты туловище. туловище. Сабрин, не переживай, я все равно выиграю. Подожди, так, ТДД, надо тогда, что, тогда... Это сильная мотивационная фраза, и, в принципе, очень, я бы сказал, полезно задавать себе такие вопросы, когда не страшно Зачем просыпаться. ты проснулся, он Да. сказал. Ну, где-то в ту сторону. Правильный ответ, и как звучала цитата, если ты утром просыпаешься, не боишься своих планов, значит, тебе нужно поменять свои планы. Уедет. Очень, Ну, очень как языка феерично. снял, реально, да. Я в слово написал. Ну, у меня то же самое. Да. Сколько там у нас сразу раундов играл. осталось? Еще раз. 3? Еще 3. Значит, мне хватит. Ставка ход Сабрины ноги. 1000. На ход ноги. 1000. Давай. От каждого по 1000. 10500 общий банк. Да. А обнал работает до скольки? Чтобы Касса успели. закрыта уже. Касса закрыта. Цепь нормально лежит? Нормально. Сделав ваши ставки, время открыть ваши Да, ответы давайте. и подсчитать баллы. Нужно с противоположности? Давайте с меня начнем. С противоположной стороны Первый начитать. у меня Twitch совпало, Telegram совпало, Shiba Coin я написал, там Это тот Dogecoin. самый принцип, Shiba, да. Совпало. Дальше Рой совпало. И я написал, у тебя стояк. Совпало. Если ты утром проснулся и не боишься своих планов, Ты просто то у тебя знаешь план. стояк, да. Потому что ты знаешь план. Потому что тогда, ну, дергаешь Планы, сразу. да. Я, кстати, написал, то подумай, на своем ли ты месте. Ну, типа... В принципе, тоже сильная фраза. Да. У меня там ты умер. Что ты написала? Ты умер. Кстати, это тоже очень жизненно. Но это не совет. Ты умер? Ты уверен? Это как результат. Следующий раунд, и тематика у него будет инфлюенс, инфобизнес и не только. Короче, все ответы Рома Цыпакил, Напомню, Рома Цыпакил. да. что от Разошлись. раунда к раунду мы двигаемся по ставкам, и сейчас у нас минимальная ставка 750 фишек. Слушай, про воров в законе будут вопросы сегодня? Зачем? Ты хочешь, чтобы выпуск был про тебя? Нет, хочу хотя бы ответить правильно. Первый вопрос третьего раунда. В инфобизнесе, пиаре, медийке продажи редко делают в лоб.
Перед тем, как дать ссылку на свой новый ресурс, казино или закрытый телеграм-канал, блогер неделю рассказывает слезливую историю, интригует и создает искусственный ажиотаж в сторис. Как на сленге маркетологов называется этот процесс подготовки аудитории к покупке? Фиксируем ваши ответы. Ты знаешь, что это взяли из автомобильного бизнеса вообще? Не знаешь? Реально? Да. А как, что? Это типа... Ну, в машинах такое есть. Реально? Нет, это у тебя так машина заводится? Я думал, что у тебя вот так. А можно сразу ответ? Сабрин, ты как, с нами? Я с вами. Ты знаешь, что это выражение из машинного бизнеса? Я уже ответила. Потом посмотрите. Переходим ко второму. Реклама, которая выглядит как профессиональный глянец, больше не работает. Сейчас в топе контент, который выглядит как обычное видео от реального пользователя, распаковки, отзывы или просто искренняя рекомендация. Как называется этот формат пользовательского контента, который байеры пачками заказывают у микроинфлюенсеров? Прикинь, ну, вот крутится на языке, но знаю, что не знаю. Но знаю, но забыл. Ну, как говорят, возможно, первая мысль, которая у вас возникает, возможно, и есть частью этого ответа. Горох. А у меня с сексом она связана, была первая мысль. Ну, Горошек. горошек. Ну ладно, хорошо, я не буду отвечать пока Тебе что. понравилось, да? Окей. Вопрос номер 3. В 1984 году этот бренд выпустил рекламный ролик, вдохновленный антиутопией Джорджа Оруэлла. Его показали всего один раз во время Супербоула, но он навсегда изменил мир технологий и рекламы. О какой компании идет речь? Ну, это понятно. О какой компании Ну, идет речь? Конечно. А, да? Ну, 84 год, вспомни, что было. При Хрущеве это было. Нас, походу, туда еще не было. Просто не могу вспомнить, это было так давно. Мы тогда еще не родились. Я еще смотрел. Петь, Да имеем не право Супербоул, не- ты вспомни, имеем тот реальный, право не 84 смотреть. год. Да, вот как А ты раз, я какого помню, я года, щас Миш? Я Я? с отцом сидел и Ну, смотрел. мне это. сейчас 41 год. То есть, в принципе, Тебе ты 41? мог бы быть моим отцом, да? Ну, если с мамой твоей у меня что-то получится, то братика можем организовать. Ну что, да? Так, давай. Погнали? Время переходить к правильным ответам. Братва, ну шансов нет у вас, я сейчас падать буду. Первый вопрос и правильный ответ — это прогрев. Спасибо. Второй — это UGC, User Generated Content. И третий — компания называлась Apple, она же Macintosh. Ну тогда, да, все правильно. А если 3 неправильно, то что? Ребят, ну по 250 надо, да? Минимальная ставка 750. 750. Ну, дайте косарик опять. А, да? Давайте она давит Да потому что просто. я ей дал деньги. Я понимаю. Чем Да. больше отдаешь во Вселенную, тем Тем больше больше тебе принимаешь. возвращается. Активировать. Это для меня. Так что Булгари для меня, знаешь. для Змейка меня, для для меня. меня. Ну и Активировать. правильная стратегия — автомат надо всегда прогреть, чтобы он нормально отдал. Поэтому 100%. То есть все-таки в этот раз ты помогал, а не сбивал. Однажды. да. Однажды. Ваши ставки приняты. Общий банк 3000. переходим к четвертому вопросу третьего раунда. За его личным коучингом выстраивается очередь из мировой элиты. Среди его клиентов числятся Билл Клинтон, Леонардо Ди Каприо и другие голливудские артисты. А себя он называет стратегом номер 1 в области жизни и бизнеса. Назовите этого короля мотивации и праотца инфобизнеса. Джеффри Эпштейн. Точно, это же Эпштейн. Да. Блин, я не могу вспомнить, как его зовут. А можно Я в Google поняла. зайти? Я вначале подумал Ник Вуйчич, это который без рук, без ног. Но потом Он думаю, уплыл, знаешь? Да? Да, его На дно? течение снесло. На дно? Так, а кто это? Подожди, Боженька, может, как-то? Нет. Ван Дам какой-нибудь? Жан-Клод. Слушай, Жан-Клод я Ван знаю, Дам, да. у меня крутится на языке один штрих, он приезжал, стадионы собирал. Но я не скажу, как его зовут, потому что у меня есть шансы хотя бы в одной выиграть партии. Есть Но этот мотиватор еще женское Монако имя или как такое это есть. такое? Это МЖ? ЖМ? Это М. А, могла бы и Ж собрать. Хорошо, понял. Ага. Правильный ответ к четвертому вопросу. Что нет правильного ответа? Это был Тони Роббинс. Реально, что Блин, ли? вот на это и крутилось, наверное. Ты вот вчера... Сорвались. когда- Очень- Очень, да. очень известный мотивационный спикер. Собирает просто, и, как Миша сказал, стадионы. Переходим к ставкам. Минимальные 750. Ну, у Давайте. меня еще есть. Порох есть еще? Чуть-чуть. Порох таблица? 750. 750. Ты уже Матч. считаешь?
Сложно, да. Пересчитайте. Эх, денежки. Ну, отдаем. Я all-in. Дорогие аффилиаты, когда будете делать сверки с ним, осторожно. Call me. Да. Общий банк 5250. Видишь? Но, если честно, не очень правило. Да? Потому что, ну... Можно вот- проиграть. Да. Реально, это нечестно, я считаю. А кто обещал честно? Вот именно. Пятый вопрос третьего раунда. В 2020 году известная голливудская актриса Белла Торн, бывшая звезда Диснея, завела аккаунт на OnlyFans и установила абсолютно исторический рекорд платформы по заработку за первые 24 часа, Да. из-за чего сервера сайта временно упали. Какую сумму она заработала? А что, надо точную сумму назвать? Это же Кто нереально ближе будет, для тот- вас? тот- Это же для вас нереально. Мне кажется, этим вопросом вы подлезались к Мише. Ну, конечно, я знаю. Сейчас мы сколько. проверим, как Ну, За давай. сутки знает. сколько? Да. Брат, ну это... Где там аналитики мои? Сонлика. Касаткин, Леха, набери. Ну, я думаю, что... Ну, давай так скажем. О, Белла, чао, Белла. Хорошо, поехали. Белла, чао, Горох. чао, чао. All-in, я all-in Погнали. иду. Мне прям интересно. Да, Вот мне тоже. давайте. Вопросы пошли интересненькие. Правильный ответ: за первые 24 часа Белла Торн заработала $1 миллион. Вот, а ты что добилась? А Да. ты что А ты добилась? уже почти сутки здесь сидишь. Слушай, Ты а мы сколько стримим? заработала? Может, мы Надеюсь. больше заработаем? А она была в одежде на стриме? Или Это что? не стрим, братух, онлик. Я тебе покажу онлик. после Да, хорошо, этого, как это простите. работает. Не. Создала аккаунт, Так это так работает, да? Просто создаешь аккаунт, $1 миллион. перелила свою аудиторию с Диснея на OnlyFans. А, она была такая, типа, голая принцесса, да? Это знаешь... Птички. Думаешь, так, Нормально да? ты вообще За это лям дают, думаешь? Я думаю, она очень старалась больше. Да. Ребят, я бы пришел... Так сейчас все, мы уже открываемся, да? Нет, ну я хочу Время поставить. Время время ставок. Сначала ставки, а потом Братва, ну, у вас есть два варианта. Или падать, или проигрывать. Поэтому давайте. 5 Чего? минут. Не-не, Это 750. много 750. или Хорошо. мало? 5 750. 5? Вот. 750. Ну вот, да, вот. Это ты дал? это я дала. Ты с нами едешь дальше? Ну, а что понял? делать? А мы с Танюшей здесь банк пилим. Смотри, Я нам не откидывают. уверен. Хватит, Я не уверен. достаточно. 5 минут. Общий банк 24 тысячи. Вот это да. Вот это поехало, да. Пахнет крупным выигрышем. Да, у тебя. Ну что, вот были друзья, а теперь враги. 24 тысячи на кону. Ты Смотри, уверен, что ты Петр. хочешь сидеть справа? Давай посередине, у нас проблемы. Конкуренция за такой банк высокая, но давайте проверим, кто же ближе всего из вас. Открываемся? Да. Давай все. 2 ляма написала. Я 2 ляма тоже написал. Я 2 ляма написал. Мы выиграли, братва. Денег банк поплав. Ладно, в предпоследнем, что написали в предпоследнем? Вообще ни хрена не Я написала. Сан Саныч. Тони Робинсон, все, сосите. До свидания. О, молодец. Я богатый. Раунд номер 4. Предпоследний раунд. И самое время набирать фишек к финалу, потому что уже можно ставить ставку all-in. Если вы уверены в всех своих ответах и уверены в том, что ваш соперник, наоборот, не уверен, либо блефует. Тематика 4-го раунда — это гэмбла, стримы, спорт и, как неожиданно, животный мир. Все наши там. Минимальная ставка — это 1000 фишек. Вопрос номер 1. Я подготовилась. 80% всей прибыли приносят крошечный процент самых богатых клиентов, которые тратят десятки тысяч долларов в месяц, а иногда даже и сотни тысяч. Каким термином во всех этих сферах называют таких VIP-клиентов? Так разве в вопросе не было ответа? Нет. Очень близко, но вот с намеком. Слушай, ты дымишься. Или, здесь пускают дым. Просто за ним дым. Доктор Зло. Доктор Зло, да. Вопрос номер 2. В январе 2026 года на конференции IGB Барселона Пина представила новую коллаборацию с крупной спортивной командой, футбольной. Как эта команда называлась? И называется сейчас? В январе какого года? 26-го. В Барселоне? Да. Я не знаю, да. Ну, будет Это подсказка. давай. Это что-то из испаноязычного спорта. Там 2 слова. Ну, если рассматривать ФК,
как слово, то, в принципе, даже больше. А второе слово на букву А? Нет. Хорошо. Если вы Промах. я просто знаю две команды испанские. А могу позвонить кому-нибудь сейчас? Давай. Наберу массажисту Давай, своему. давай. Спрошу, что шею Давай, набери, сощемило. реально. Сможешь? Давай позвоним. Давай, на громкоговорителе, давай. Звоним. Роме звонит. Да. Я так и знала. У меня просто мало друзей с индустрии. А Рома звонит Ридику. Вот это, да. Ром, привет, ты на громко. Удобно говорить? Вопрос по пинапу. Нет, конечно. Смотри, Зачем ты звонишь вообще? вопрос следующий. Пинап представил новую коллаборацию с крупной спортивной командой. Какая это команда? Испанская. Да я помню. Я только хотел сказать, что испанская. Зачем ты меня перебил? Да. Вот, блин. Я просто в футболе не сильно разбираюсь. Ты просто говорил, что в тесных с компанией все знаешь, нет? А как же инфла под как и с чемпионат часами. мира? Да, посмотри по сторонам. Подожди, у меня просто связь плохая. Сейчас, По сторонам глянь. Подожди. Давай. У тебя плохая связь. Я Повтори понял. вопрос. Так, вопрос. На чемпионате мира по футболу в январе в Барселоне Пинап представил новую марку одежды. С какой командой это было? Какую марку одежды? Футбольная команда Испании. Ты сказал... Ладно, Ром, ты как вообще, нормально? Ну ты не проходишь следующий тур. Ну давай, наберешь, пока, целую. Знаешь, это как-то было закончилось время. Ну ладно, Это было, да, это было хорошо. Да, не плачь. лучше. Это Ну ладно, давайте информативный дальше. контент. Все, дальше, да. Все равно 5 баллов, Зафиксировали давай. ваши ответы. Вопрос номер 3. В 2025 году это пернатое животное стало амбассадором многих игровых слотов. О ком речь? 25 год, игровые слоты, казино. Животное, которое было во всех креативах. Его переодевали даже. У меня больше ручка не Смотрите, какая пишет. воронка даже есть. Покажи мне. Да посмотри, ответишь правильно. А что за животное это? Ну, парнатое животное. Ну, Вот. вы же было Он тоже не может... помощи было Там так. за Адольф Гитлер, Да, блин, если бы он был бы птицей. Ну, это воронка такая. Но, смотри, Я ответила. помощь залу еще раз. Да там наверху было написано. Смотри. Ай, а у меня что, капибара? Песня еще такая есть. Кстати, капибара классная, да, тоже была воронка с капибарой. Да, но я не буду Это менять, я снеги. не из тех. Возможно, это следующий тренд 2026 года. Переходим к правильным ответам 4-го раунда. Первый правильный ответ — это кит. Второй вопрос звучал про спортивную команду, которая заколлабилась с пинапом. Это Ну, это же элементарно было. Изи-пизи. А зачем ты переписываешь потом? А вы такого видели? Третий. В 2025 году это пернатое животное стало амбассадором многих игровых слотов. И это курица, чикен. Чикин, банана. Мы видели правильные ответы. Минимальная ставка 1000. Насколько вы уверены в своих ответах? Либо же вы заняли уже такую просто позицию, как как бы- Миша. Первых 3 можно ошибиться, а на последних всех на лопатки. Хорошо сказал. Верни обратно. Я шучу. Итак, Дайте ваши мне надо. ставки сделаны. Общий банк 3000. Переходим к вопросу номер 4. Как я выгляжу вообще? Прекрасно. Спасибо. У стримера из какой страны был зарегистрирован абсолютный рекорд по зрителям трансляции Twitch? Правильный ответ на 4-й А мы вопрос. уже написали? Давайте. Давай, Ответь. сделай! Делай! Вальяна собрал более USA. 9 миллионов просмотров. Ха! Проиграл. Он Испания, из наша, Испании. por favor, dos cerveza. А я как... Из какой страны? А я думаю, какой Блядь, стример? А я какой стример пыталась Я имя написал, ответить. фамилию. А ты Пабло. что написал? Не только потом узнаешь. Ну, Ладно. знаете, уже 3 часа ночи, поэтому устали чуть-чуть. Расходимся. Да, горох. План горох. Итак, время ставок. А давайте реально для одного дубля сделаем план гороха, разбежимся. Только повышать или можно последний косарик отдать? Можно. Повышать, пока мало ли. может, скажу, когда сейчас повышать. Миша. Ваши ставки приняты. Общий банк составляет 6000. Такая напряженка, ребят, честно, вы бы знали. Я сейчас сижу здесь, Аж вообще не на своем затекло. месте, я очень сильно переживаю.
Петя очень сильно давит, Сабрина еще сильнее давит, жестко. Только Таня поддерживает. Забыл на секунду имя, но потом вспомнил. Переходим к самому сложному вопросу, за который мы можем заработать больше всего баллов и перевернуть вообще результаты этого раунда. Вы чувствуете, что игра стала уже такая, знаешь, серьезная? Напряженная Мы уже не немного, ржем, да? Да. Так, внимание, вопрос номер 5. В интернете зародился глобальный мем. Команда или боец, на которых поставит этот артист, гарантированно проигрывает. Как в народе начали называть этот феномен? Чего? Про мем из народа. А это, подожди, это Это вообще- беттинг, братуха, это наша сфера. Давай, пиши. Ладно, пацаны, врывайтесь. Я посмотрю. Я знаю ответ. Спасибо, Саныч. Мимасики. Как мы договорились с тобой, это все четко сделал. Он Из Канады. не поет, он читает, Братух, из Канады а человечек наш. читает только... Читает что? И у него первая буква на букву «Д». И это не Дима Билан. You used to call me on my cell phone. Please call me my drug dealer. Это не относится к артисту. Это творчество Да. личное. Я даже пошутить не могу, поэтому как бы пропускаю. Не смешно, да. Не смешно. Двигаемся к правильному ответу на 5-й вопрос. И этот феномен называется «Проклятие Дрейка». Каждый раз, когда Дрейк грузит миллион на какую-то Ты игру, дракушку, да, написал? Драк. эта команда А ты не обязательно угадала? проиграет. Да угадал, но видно же сразу, но женщина все шарит. Ладно, давайте all-in. Все идем? Да ну куда Еще последний один, еще раунд один, остался? да. Куда Еще вы там один? идете? Да, в следующий Олен. Ну ладно. Да. А сколько? По 1000 давайте тогда. Ну, Посмотрим, что там. Скрываемся? Ваши ставки приняты. Общий банк 9000. У меня нет правильных. Ладно, у меня 55. Да я хоть посмотрю, что ты там написал. у меня чикен. Блин, да мы мыслим, понимаете, великие умы, они Да. мыслят одинаково. У нас последний ответ Snoop Dogg у обоих. Да. Реально? Да. Это надо было all-in идти. Вы реально? Я же сказал, с Канады на букву «Д». Дрейк. Так а ты всех наеб... Извини, Я даже не слушал. я же два этот раза раз. магнул в этот раз. Смотрите, последний Дрейк. Здесь USA, здесь Капибара, Реал Мадрид и Киты. Это было здесь, из-за Киты и Дрейка у меня 55. Я вас переехал, братва. Молодцы, Доедешь, молодец, пиши. молодец. Дядя, фиксируй победителя. Молодец. Этот раунд, минимальная ставка 1000 фишек и разрешен all-in. Первый вопрос. Кто из арбитражников похвастался в День Валентина 71 парой обуви? Легко. Я не знаю. Это ты был? Это ты была? Сабрина, сейчас можно Что? подсказать нам? Нет, нет. Судя по реакции Сабрины, мы знаем, на кого она подписана. All in. Но 5 очков за такой вопрос, конечно, могли бы раскошелиться. Да, да, да. Ну, как бы, ну. Хорошо, я пишу. Ой, простите. Ты мое увидел, что ли? Хорошо ты Я думал, гэкнул. что... Искренне, понимаете. На 14 февраля, да? Да. Так, ты в 14 стрим вроде пар не или делал. 14 или- 71 пара. 71 пара. Да, на 14 февраля. Подарили ему? Или он показал просто? Просто А это показал. просто МЖ? Да. Мужчина, Да ну конечно. нет, все, не помогай. Разошлись. Все, по Таджиновна, Таджиновна, разбегу. По разбегу. Все правильно, последний раунд. Он сам решает. Ну хорошо, хорошо, Да. все дальше. Последний Мы герой. уже не кенты, ребята. Да, мы уже... Мы Решается. за пирог Ладно, делим. ну- Ветерок дует? Второй вопрос. Какая этническая группа чаще всего возникает в контексте аффилиат-маркетинга? Опа. Что? А может, кстати, пробил. Есть время на подумать и зафиксировать ваши ответы, ваши А через карточки. «ы» или через «и» вы пишетесь? Вай-вай. Ну, по-разному. Напиши на русском. Ну да, и через «ы» или через «и». Это русский был вопрос. А, я думаю, ты на английском пишешь. Нет, братух, в Why английском нет? нет «ы». Ну, а why or why? Окей. Он думал, в английском «ы» есть, понятно. Учился это в Лондоне, I and говорит. Y. Ага, чем он там учился? Еще раз, какая этническая группа, что? Ну, латам, конечно. Ну, это же очевидно. Про Бразилию не зря был первый вопрос. Может... Ладно, давайте дальше. Насыпай. Вопрос номер 3. В обычном офисе этого человека назовут маркетологом, но в нашей индустрии это настоящий полевой командир. Он не просто настраивает рекламу, он воюет с модерацией, обходит баны, сутками ищет ту самую связку и распоряжается огромными бюджетами Овнера. Как называется эта позиция, либо прям профессия?
на нашем сленге, либо прям официально. Фух, переживаю немножко. Судя по всему, этот вопрос был очень легкий Да по нет. сравнению с предыдущим. Даже для меня. Тогда мы переходим к правильным ответам. Давайте вслепую сыграем, хотите? Давайте вслепую сыграем. Просто я не знаю, что Давай. это значит, просто... Давай, просто не Просто говорим Так что не это будем, значит? да. Ответов не говорят. И только Да, в конце просто будут. Ну, была, давайте, не была. давайте. Да. Пан или Можно пропал? так? Да. Все Мы идем игроки дальше. согласны? Мы Да. уверены. Да. Мы идем дальше. Какие ставки вы на слепую слепую? ставите? Давайте. Подвушки? Подвушки, да. Подвушечки. Это последний раунд. Ставки сделаны. Общий банк составляет 6 тысяч. 6 тысяч. И поскольку мы договорились не вскрывать, Да, слепую. двигаемся к следующему вопросу. И вопрос номер 4. Сколько денег Лана Росси, если кто-то не знает, Миш, возможно, ты, это основательница и фандерка ConversionConf, могла потерять на отмененной конференции в Барселоне, если бы ей не удалось оформить страховку за выходные? А отменили в итоге конфу, да? Нет. Сколько бы она могла потерять? В долларах? Можно звонок другу? Ваня? Давайте Ване позвоним. Лана Росси — это настоящее имя, фамилия? Да. У вас красивое имя, фамилия. Проходку ждем. Давай попробуем посчитать. Посчитай А что писать? Сколько могла потерять? стенды. Да, сколько бы денег могла потерять, Копейки. если бы не смогла за выходные нарешать страховку? А там что, можно потерять что-то, да? Как это работает, ты понимаешь вообще? То есть была какая-то ситуация, почему она могла конференция не получиться, Да, она ее да. застраховала, Да, и в да, да. итоге В итоге все всё получилось, да. но если бы не получилось, она бы на эту сумму, На да? день, да. На сколько ты сказал? Пока не говорил. На совсем Ну, скоро там мы его написала. узнаешь узнаем. 6 же, да? Преувеличили или преуменьшили? Давай только честно. Скоро узнаем. Ой-ой-ой. Давайте пятерку. Секунду, я пишу. Спасибо, я закончил. Нулями не ошибись. Тянули. Итак, мы этот раунд тоже не вскрываем, правильно? Нет, ну и вот в Но конце. давайте Мы поставим скроемся денег. в Всё, all in. конце. Да не так много, а последний-то неинтересно будет. Петя уверен в первых 3 и в 4. И он Я именно падаю что- сейчас. А я же могу упасть? Нет. Прям в прямом смысле можешь упасть. Не, подожди, ладно, если, смотри, просто интересно. Да. Я как математик не получится. Ты выиграл тогда по Да, банку. Да, то есть я сейчас просто говорю пас и ты выигрываю выиграл по банку? Да, да. Крыса. Абсолютно. Все падаем. Абсолютно верно. Пас. Ну, мы едем дальше. Ну, это... Пропустила да. весь сок. И если скипаю, я могу дальше отвечать на вопрос? Нет. Нет, получается, ты падаешь, ты Ну не... все, тогда я там... Она тоже all in делает. Сейчас я посчитаю. Давай. Перемешивайте. Ага, ну я тоже просто посчитай потом. Ну, спасибо. Не, мне таким так интересно сейчас пренебрежением? будет, если я просто простите. не пойду дальше и выиграю. Ха! Какой я конченый. Да, я пас. Да, он все равно выиграл. И И у нас есть победитель. Бисмарт. Победитель. Ладно, но это Но все игра. же мы Доиграем, давайте. озвучим теперь могу 5-й пить вопрос. Какая партнерская программа при позитивной динамике тестов готова бампить ставку по CPA до 40%? Ну, Я думаю, Теперь пинап кто слышал? Да, смешно. конечно. Молодцы, завернули. Я упал не зря. Классный вопрос. Скрываемся? кто? Скрываемся, да? давайте. Итак, первый вопрос. Правильный ответ — это был растишка опасный. Второй правильный ответ — какая этническая группа? Это цыгане. Фух, через «ы», видишь? Да тебе не надо, знаешь, так. Третья позиция или профессия — это медиабайер. Хорошо, что я упал. А это аффилиат-менеджер или нет? Нет. Нет, это закупка рекламы. Понял. Итак, четвертый вопрос. Четвертый вопрос и правильный ответ — 500 тысяч баксов. Покажи 5-й вопрос. 5-й вопрос. 5-й вопрос — пинапартнер. О, блин! 5-й вопрос. У вас У по нас 60? ничья, у У нас нас 60. ничья. Вы делите Делим банк, банк. и тем более никто из вас не выиграл. Зато мы правильно ответили на последний Победил вопрос. просто. Вы большие молодцы. А ты как ты нет. ответил на последний вопрос? он никак. Я со скин, Он я просто всё уже. струсил. Я сказал пинап, потому что так понятно. Не видать тебе Он рекламной просто- интеграции, да, конечно. это точно. Вот смотрите. Миша взял уверенностью Да. и хитростью. Не Ребят, хитрость, я он долго в просто этом прочитал, бизнесе, это сразу уже 6 понятно. месяцев. Он решил не прогибаться. Да. Да? Да. Он просчитал, что если бы проиграл, то проиграл. А так он Кто у сразу нас выиграл. победил? Итак, по Он. подсчету фишек победителем становится Михаил.
Новичкам везет. Поэтому, да. Именно новичкам. Потасуй еще раз Да-да-да. колоду, пожалуйста, Покажи, на как ты камеру. тасуешь Покажи, как колоду, ты, да. какой ты Первый раз в новичок. карту играю, выиграл Да. уже, представьте. Так, а по поинтам? Так, а что по поинту? Ладно, а такси оплачивайте домой? Да. Слушай, а мы его не подвезем. Аппрув. Мы его не подвезем, точно. Мы с тобой сядем. С машины, да? Ну, вот так получилось. Ну ладно, я пойду Со своими фишками. как выигравший Ты в пешком. шубке не да. замерзнешь. Самое время вручить Приз. самый главный приз, который был на кону. Да. Катамаран? Да, Вертолет. все вместе. Суши коробка. А что там? Животное домашнее какое-то? Фу, переживаю так. Да. Блин, подарки — это всегда такая интрига. Да. Ну, самая главная интрига этой игры — наш подарок, который выиграл Миша. Миша, Всеми хитростями, уверенностью. И мы поздравляем тебя. Вау! Черный кейс. черный кейс. Круто. Черный Что там? чемоданчик. Можно открыть? Можно, да, давай посмотрим, что это. А как открывается? Я думаю, сверху, да? Это ты в крипте так наличку вывозил, да? Реально, что ли? Сицилия? О, супер, спасибо большое. Откуда вы знаете, что это любимый мой запах? Большое спасибо, класс. Давайте так. Кто угадает из вас ближе, сколько будет сейчас? Тот и выиграл из вас. От 0 до 6. Ну, говори число, загадай. Это 2 кубика или 1? Не скажу. 1. 1, да. Давай, Ну, ты 4. устал. 6. Я думаю, 2. 6. Вот, девушка, видишь? Поздравляю! Ты нас подвозишь до дома. Большое спасибо, Пина Партнерс. Буду играть со своим сыном и обыгрывать его. Ехали. Горох? Погнали. Это было шоу «Ты уверен?». Сегодня мы узнали нашего победителя первого пилотного выпуска. Это был Миша, и он выиграл самый главный приз. Но кто знает, кто выиграет в следующей игре, поэтому следите за нашим каналом, подписывайтесь и комментируйте. Возможно, именно ваш вопрос будет звучать в следующем выпуске, и кто-то его разгадает и выиграет следующий приз. До встречи. Вау, Нормально? чувак, это было легендарно, На реально. коневодил, не? Да. Нормально? Можно сыпаться, все? Стоп, мотор! Вы все молодцы. Давайте, погнали. Погнали, дядя. Погнали дальше, дядя. Так вот, Сан Саныч, поехали. Поехали, дядя. Да мы видели, вы же вы там пальчиками. Конечно, мы под столом знаешь, что делаем? А кого вы считаете в аффилиате, в iGaming самым попсикольным? Мне кажется, Сан Саныч самый попсикольный в индустрии. Да, кстати. Ребят, казино обманывает, пожалуйста. Я Telegram скачал только 2,5 года назад. Ну, по тебе видно, на самом деле. У меня был WhatsApp и все. Жалко тебя. Но ты вовремя опомнился. Вот ваш iGaming. Что там он еще дальше говорил? Повтори, что он сказал в конце. Ну, следующее слово скажи. Ты? Дальше что он говорил? На постпродакшене добавят. У вас будет вопрос с аффилиатством связано, да? А, запикайте. Я же интеллигентная. Вы реально что, сочинение пишете? Без этого бы точно шоу не получилось бы, без этой фразы. Я ей 100 дал, она мне 200 дала. А? Туда, дилеру. Братух, не подведи с ответом. Таня, уходим. А что вот там моргает, а там не моргает? Твоя не пишет камера же. А когда наша обувь будет показывать? Что? Обувь будет в кадре. Когда она будет в кадре? Я не знаю. А когда обувь будет в кадре? Сейчас мы Мишу где-нибудь вольнем Уф. за кустами. Ну, я бы хотел, чтобы меня вольнули Всё. где-нибудь. Ты, пожалуйста, не прибивай нас. Давайте, уже стало вот очень-очень потные ладошки уже. Вот аж встает немного сейчас такой момент. Посмотри. Собирает просто, и, как Миша сказал, стадионы. Лобковский. Лобковский, да? Лобковский? Лобковский. Ой, блин.